Привет! Меня зовут Миша, и это заключительная серия путешествия по Фанским горам. Пожалуй, это самая колоритная часть. В ней вы узнаете, как мне предлагали жену в кишлаке. Расскажу, зачем пастухи ведут скот 500 километров через горы, и вместе с ними пройдем перевал в 4200 метров. А также попробуем на вкус местный напиток айран – козье молоко, прокисающее в кишке барана. Пришло время двигаться дальше. Салам-1, вот его дом. Здесь я переночевал сегодня. И все, отправляюсь ниже в сторону дороги и к озеру Искандеркуль. Салам алейкум. Здесь вчера прошел ураган, и дорога превратилась в вот такое вот месиво. Сейчас. Нет. Жены пока нет. Не, пойду уже, пойду. Мне надо сегодня в Искандеркуль добраться. Вам спасибо. Еще один раз. Еще один раз? Еще одну фотографию? Давайте, сделаю. Есть. 3, 2, 1. Все, супер. И вот все вместе. Они заберут ее. Ты женатый? Не женатый. Я подумаю. Хорошо. Вот такие дела. Чуть меня не поженили тут. Чуть в жены не отдали девушку мне местную. Говорят, забирай с собой. Спросили, сколько я зарабатываю. Но это очень важно знать же, какой заработок у жениха будущего. Вот. Такие все очень гостеприимные, дружелюбные. Сфоткались с ними и пообещал, что отправлю им фотографии. Вот, может быть, через Салам-1 отправлю. Он как раз поедет в Санкт-Петербург. Ассаламу алейкум. Ну, просто поражен вот этим вот этой радушностью и тому, насколько здесь люди открытые, что ли, такие позитивные, там, не знаю, все зовут тебя в гости на чай попить. Для них гость это, как мне объяснял Салам-1, это как подарок от Бога. То есть, когда гость к тебе приходит, это хороший знак для твоей семьи. И если ты его правильно встречаешь, то это значит, что у твоей семьи будет счастье. Поймал попутку из очередного кишлака. Мне надо проехать сейчас километра 4 до поворота на Искандеркуль и дальше уже в сторону озера двигать. По грунтовой дороге до Искандеркуля ровно 21 километр. Вон там машина выезжает. Сейчас подъехали. Парень такой: держи тебе конфетка, говорит. Говорит, у нас жаль, мест нету. Там он индусов, видимо, везет на экскурсию на Искандеркуль. Говорит, ну тебе легкой дороги. Я такой, спасибо. Он такой, ты знаешь, что тебе идти типа 15 километров? Я такой, ну да, говорю, попуток пока нету. Он такой, ну держись. Самое главное, идешь красиво, ни о чем таком не думаешь, не загоняешься, любуешься. Что еще надо для счастья? Я доволен. Иду, созерцаю. Конфетку вот теперь посасываю. Классно вообще. Сейчас поедет, может, какая-то машина. Может, доеду, может, дойду до вечера. В любом случае, мне спешить некуда. Все, что я пытался сказать. Я просто в моменте, я кайфую, и как складывается, так и складывается. Подвозите, значит хорошо. Не подвозите, мне от этого не хуже, потому что вот даже взять вот от Маргузора, я шел по этим селам после Салам-1, когда я вышел, со мной столько всего интересного приключилось. А если бы я сел на машину, скучно было бы, ничего бы этого не было. А так я и с местными познакомился, пофотографировался, целый кишлак просто отфотографировал.
Там причем женщины, девушки фотографировались, что очень большая редкость. Классно же. Пешком это совсем другие ощущения, нежели на машине. Понятно, на машине быстрее, экономия времени, но кайфуешь больше всего, когда ты естественным путем передвигаешься. У меня тут группа сопровождения. Со мной пойдете? Искандеркуль? Искандеркуль, пойдете со мной? Пойдемте, там красиво. Меня тут решили раскулачить. Держите. Держи. Держи. Тебе. 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 Все. Все. Пока. Пока. Как вы уже, наверное, могли заметить, дома вокруг очень даже прилично выглядят. Красивые заборы, красивые фасады у домов. Крыша там металлочерепицей, либо андулином покрыта. Ну, то есть очень-очень так цивильно. Даже я бы не сказал, что у нас в деревнях, в России, могут местные себе позволить такой ремонт сделать, такой дом построить. И что бы вы думали, это не какие-то богачи, не какие-то олигархи строят себе вот такие красивые дома с красивыми коваными воротами. Это обычные работяги, которые трудятся в Москве, в Питере, на стройках. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Так забавно получается, что многие местные здороваются с тобой саламу алейкум. Я сначала говорил им привет, здравствуйте. А потом я такой думаю, раз они саламу алейкум, то я тоже буду со всеми здороваться саламу алейкум. И когда я так начал делать, большинство стали наоборот, типа такие, привет, здравствуйте. Я такой, а я саламу алейкум, типа поменялись местами. Блин, думаю, что за дела? Mutni, close to Chimtarga. You're like a Niva? Yeah, I like It's a Russian machine. Maybe. Ну вот она, жемчужина Таджикистана, озеро Искандеркуль. Все, прощаемся мы с финскими друзьями. Have a nice day. Yes, you too. Enjoy your hike up to Arch Valley. Все, счастливо, рад был познакомиться. Okay, до свидания. До свидания, до свидания. Good luck. Okay, good luck, good luck. Я направляюсь сейчас в сторону перевала Чинау. До него мне двигаться примерно километров 20. Вот, посмотрим, смогу ли я там на него подняться, потому что с противоположной стороны я был вчера возле озера Алаудин. Последний населенный пункт. Дорога моя лежит вот туда. В общем, стоило мне разминуться с финнами, пройти буквально час. Как случайным образом я догнал ребят, которые идут как раз таки на перевал, из которой поведут скот. И я хотел как раз их встретить. И мне все возле Искандеркуля сказали, что нет, они не идут, что они еще не скоро пойдут. Я уже расстроился, думаю, просто дойду как бы там до перевала, посмотрю на него и пойду обратно. Вот. Это сегодня наш повар готовит вот такие вкусные лепешки. О, готово, да? Вот так она готовится. Выкапывается яма, там разводится костер. И вот так он руками прямо снимает. Не горячо? Горячий. Горячий, да. Кладется следующее. И накрывается крышкой. В таких кувшинах воду кипятят. Это бронзовый кувшин.
И он вскипел, его заливают в термос вот такой. В термос уже закинули чай. И просто вот этот вот кувшин в костер ставят, греется. Подъем в 4 утра. Выдвигаться сейчас уже будем. Собираются ишаки. Вот таким вот образом ведется стадо в 2000 овец, барашек и коз. Идут 4 пастуха. Один спереди, один сзади и 2 по бокам. Один контролирует со стороны реки, другой сверху. Вот Холи-Коль сейчас гонит отставших козлят маленьких. Хорошая работа! Сегодня идем очень медленно, размеренно, чтобы скот мог покушать. Потому что завтра начнется снег, курумник, и там травы вообще не будет. Рано утром надо будет штурмовать привал. То есть покушать скот сможет только где-то после обеда. Я пойду замыкающим. Холи-Коль сейчас пойдет левее, а я правее. Буду здесь стадо гнать. Смотрите, каким необычным образом растет береза. Много-много стволов из одного корня. Какой-то платан. Ну, таким более южным породам деревьев свойственно так расти. На МКАДе сейчас пробки. Так что выбирайте более оптимальные маршруты, добираясь до места своей работы. Затор, да. Некоторые индивиды по обочине срезают вон там даже камни сыпятся. Ну ничего, пастухи быстро таких пресекают. Сейчас будет небольшой перерыв у нас. Обед, да? Обед. Чай. Чай. И дальше, да? И дальше идем, да. Устал? Устал? Ты не устал? Не? В общем, мне сказали, что утром, когда рано, когда заморозки, бараны и овцы не едят траву, потому что она замерзшая, холодная. А когда становится тепло, на солнышке, они вот начинают кушать. Алик пока следил за барашками, овцами, насобирал грибов. Как эти грибы называются правильно? Это грибы, да? Просто грибы, да? Не, по-вашему, да? Ага. По-нашему? Да. Хорыч. Хорыч? Да. Даже не знаю, что они напоминают. Я в грибах не очень разбираюсь. Вот это настоящий. Да? Да. Все, наш обед закончен. Оказывается, у овец и коз тоже есть тихий час. Они когда покушают днем, они ложатся спать, отдыхают. Вот сейчас они покушали, поспали, и мы выдвигаемся. На часах 2 дня. Сегодня должны ночевать под перевалом. Я немного шокирован по той причине, что Алик мне сейчас показал на вот эти горы и сказал, что буквально за вот этой горой будет перевал. И вот такую крутизну он имеет. Понятия не имею, как это будет выглядеть, но очень интересно на это посмотреть и показать это вам. В общем, сегодня ночуем мы на такой поляне. Здесь уже ледник рядом. Ночью будет довольно прохладно. Будем проходить его очень рано, наверное, часов в 5 утра, вот так. Пока снег еще твердый, пока солнце не встало, чтобы ноги не проваливались, копыта у скота не проваливались. Вот. Не знаю, насколько получится подснять, потому что будет еще темно, пойдем с фонариками. Так как у парней не оказалось посуды, всю посуду увезли ишаки, гречку мы
консервами мешаем в ведре. Вот такой у нас оригинальный способ подачи. Короче, пока все поднимают стадо на дорогу, я веду ишака. А потом перед самим привалом его сменят горные козлы. Вот. 12:30 на часах. Давай, пошли. Блин, я сейчас себя просто ловлю на мысли о том, что я вот рассказываю вам. Вот, ишака веду в горы через перевал. За мной вон там стадо овец. 2000 штук. Я с пастухами иду. Вот осла веду. Вообще, типа, как будто каждый день со мной такое происходит. Просто пипец, вообще, просто задумайтесь, что происходит. Я как будто во сне в каком-то, знаете, где ты примеряешь какую-то странную роль на себя. Только это не сон. Это ишак, которого мне надо вести. А там две, говорю, 4000 глаз, которые на тебя смотрят из темноты. Не перевести его. Боится. Хотя. О. Все, перешел. Начинаем подъем. Казнок? Перевал Казнок. Алик говорит, что самый сложный отрезок прошли, да? Ледник глубиной, точнее толщиной 25 метров. Здесь уже становится меньше, 10-15, говорит. Курдюк. Чувствую себя как в фильме, где главному герою надо по афганскому трафику героин на ослах перевозить. Пошли, давай. Подъем, конечно, жестковат. Перевал. Казнак. 2 месяца ребята вели скот. И это самый сейчас тяжелый момент. Переход через перевал. Вот. Дальше все, уже начнется спуск. Даже козы забраться не могут по такому склону. Проваливаются. Здесь вообще лед. Трещина. Аккуратно быть. Очень опасно. Не может идти. Вот так вот. Все. Барашек идти не может. Его просто бросают. Потому что вверх его не поднять своими силами. Остается на погибель. Не может подниматься, видимо, может старый. А мы продолжаем подъем. Это очень жестко. Ребята, это просто, я не знаю, как они поднимаются. Еще опасно то, что камни от них сыпятся. Да. С рюкзаком так нереально идти. Уклон довольно крутой. И шаг делаешь, и полшага сползаешь. Из-за того, что рыхлый снег, как песок. А с кошками прям хорошо. Я так хочу. Ты вот так вот, да, в сапогах. Я тебе, Алик, привезу. Ботинки хорошие. Друзья, вы только задумайтесь, насколько это редчайшее явление. То, что вот сейчас я могу наблюдать
скот перегоняет всего 2 раза в году через вот этот перевал. И я здесь, я вижу все это собственными глазами. Посмотрите, стадо готовится к финальному подъему. Вот за этими скалами уже перевал. Высота 4200. Пока стоим, ждем. Там старший сейчас на разведке с ишаком проходит, смотрит. Ждем. Не торопись. А то, короче, сейчас козы там побежали вперед, камни сыпаться начали. Опасное дело. Может прилететь камнем по голове. У меня в камере стоит выравнивание горизонта. И я хочу вам сейчас просто показать уклон. Это реально 45 градусов. Как они поднимаются, как поднимаются парни, пастухи. Потому что я в кошках, в ботинках еле забираюсь. Ну ладно, у меня рюкзак еще там 25 кг. Но они идут в кирзачах, в берцах обычных. Смотрите, вот насколько мы поднялись. Во-во-во-во-во-во-во-во. Осторожно, йо. И падают, спотыкаются. О-о-о-о-о. Как бы я также не покатился. Еще чуть-чуть осталось до вершины перевала. Остался финальный рывок до перевала. Перевал, да? О, да, да. Перевал, Казнок. Казнок, перевал. Акимшор. Ура! Ура! Поднимаюсь, дабы посмотреть, как оно там выглядит. Наверху трещина. Ну что же, вот она, долина мутных озер. Это сюда я должен был подниматься от Алаудинского озера. Вот это у нас пик энергии, пик Чемторга. Глазам просто не верится, что мы поднялись. Обалдеть. Ну, как я уже говорил, не все дошли. Кто-то не справился. И все. И на мясо, на шашлык. Собаки зато довольны. Вон уже фарш что-то раскидали везде. Такая мысль меня сейчас посетила, стоя на этом перевале, Казнок. Любуюсь вот этими видами. Это, кстати, самые высокие горы в моей жизни. Я выше еще не видел. Я понял, что свою реальность мы создаем сами. И сидя в палатке, вот там вот внизу, я думал, как же так? Вот это вот стадо может перейти через такой высокий перевал высотой аж 4000 метров. И пришел к выводу, что хочу увидеть это. Я спустился, потратил день, спустился, потратил еще день, чтобы добраться до Искандеркуля. Там мне сказали, нет, через месяц, через 2 их поведут еще. И я расстроился, я такой думаю, блин, ну, наверное, надо разворачиваться, ехать в Душанбе. А потом подумал, типа, да возьму просто, дойду хотя бы до этого, ну, до перевала, не знаю, буду ли я на него забираться, не буду. Просто дойду до перевала. Пошел и встретил ребят. Вот как это вообще возможно? Причем догнал их.
догнал и буквально вот за один день до перехода. То есть, как это объясняется, я не знаю. Как вот это вот все сходится так, как это все совпадает, что вот я захотел, и вот оно сразу же получилось. Не знаю. Сейчас передохнем немножко, дождемся, когда оставшееся стадо доберется, и будем спускаться. Сегодня по программе добраться до Аудинского озера. Это вот как раз таки, где я думал про вот это вот стадо. Что было бы круто поснимать их, посмотреть вообще, как это происходит, показать вам. Вот такой предстоит спуск. Чанкарга остается сзади. Из-за того, что спуск очень крутой, вон уже Алик прокатился, я качусь сейчас. Фу! Я торможу имя. Фу! Спускаемся к Аудинскому озеру. А это, собственно, мутное озеро, мутные озера. Одно не замерзшее, другое замерзшее. Овцы, козы уже кушать хотят. Здесь кругом снег, камни. Кушать им нечего. Всем приятного аппетита. Встал, бедный. Друг, да. Мой друг, я его сегодня полночи тащил. Я говорю, идем. Да, скажи. Хорош. Шеф-повар. Привет. Вот эти все ишаки, они шли вокруг, потому что через перевал ишаку очень тяжело идти. Вот этому бедняге досталось больше всех. Тут ребята угостили айраном. Это кефир, да? Кефир. Это их местный кефир собственного производства. Из козы делают, вот, из козьего молока. Вот так вот выглядит. И в таких вот мешках. И да, хранится кефир во внутренностях барана. Вот так вот по-простому. А долго он хранится, не портится? Говорят, не портится. Вот. Самый лучший холодильник. Вообще интересно. Да. Вот так он наливается. То есть заливают свежее козье молоко и на солнце оставляют, и на следующий день это кефир, да? Айран. Угу. Наш повар на обед
приготовил лагман, да? Да. Опять. Очень вкусный, сытный лагман. Рахма, бамаза. Бамази худоёду. Научили меня говорить вкусно и спасибо. Ой, в тенечке так хорошо, на солнце просто тебя испепеляет. И я понял фишку, они вот специально таджики и узбеки, видимо, тоже, может, казахи тоже, пьют горячий чай, прямо вот на солнце сидят, вот на палящем таком, из термоса пьют горячий чай. И я понял, в чем фишка. Ты его пьешь, у тебя согревается тело, и тебе не так жарко от внешней температуры, типа от солнца. Вот. Но все равно я еще пока не совсем привык. Покушали лагман. Попил я этого айрана из кишок барана. Конечно, когда мне это наливали, я такой... вкуснотища, наверное. Поэтому, да, опыт интересный был. Так напоминает что-то как кефир, только гораздо кислее. Такая вот штука. Все, приходит время нам прощаться с ребятами. Я встретил Алика снова. Али. Али, точно, да. Вот. Ребята пойдут через Алаудинский перевал, а я вниз поеду в сторону Маргузора. Вот. Да, с Али. Так что так, сейчас сделаем прощальную фотографию. Алекс, спасибо тебе за то, что помогал мне с переводом, чтобы общаться со всеми. Мне было очень приятно в вашей компании. Акимшур, пока! Все, прощаемся с ребятами. Али меня забирает сейчас. Не думал, что так скоро получится отсюда выехать. Я думал, что завтра еще с Аликом пойдем через перевал Алаудинский. Даже как-то грустно на душе, как-то привык я к парням за эти 3 дня. Но было мега круто, очень здорово, потому что, ну, опыт непередаваемый. Кстати, у Али здесь находится его гостевой домик, который он совсем недавно построил для туристов, и все, кто желает здесь отдохнуть, провести время на Алаудинском озере, походить по горам, могут остановиться у него, в его доме. Вот такой красивый, аккуратный. Также здесь можно на кемпинг, кстати. Такая небольшая рекламная интеграция. Али всем рад. Всех будет угощать шашлыками, чаем поить. Пловом, да. Пожалуйста, добро пожаловать. Добро пожаловать, да. Что же, мое путешествие по горам, по Фанским горам подходит к концу. 8, да, или 9. Я уже сбился со счета. В общем, порядочно я погулял по окрестностям, много что увидел, много что со мной приключилось. И, естественно, все было очень хорошее, очень запоминающееся, очень классное. Вот. Что сейчас я делаю? Я с Али отправляюсь вниз в поселок, наверное, Маргузор. До туда поедем. И завтра уже двигаю в Душанбе отдыхать. Мыться, хорошо кушать, высыпаться. В общем, план такой.